Приветствую всех любителей турбореактивной тяги, друзья! Сегодня у нас исторический момент. По крайней мере для моего канала. Самолет фактически готов к запуску с турбиной. Хватаем этот чудесный самолет, грузим его в машину и едем на аэродром. Будем сегодня запускать реактивный самолет с самодельной турбиной. Что сегодня произойдет. В общем, посмотрим. Все, ребят, приехали. Расчехляемся потихоньку. Сейчас измеряем ветер. Ветра практически нет. Сегодня вообще штиль был полдня. Ну, сейчас небольшой ветерочек присутствует. 1,7 метра в секунду. Что самое интересное, он дует практически четко по полосе. То есть он будет нам не мешать, а даже немножечко помогать. Это класс, это здорово. Взлетная скорость будет меньше. Трубу не забыли. Класс. Собрали, друзья, идет настройка аппаратуры, радиоуправление, настройка рулевого колеса и настройка элевонов. Все успешно проходит. Настройка идет на новый приемник, на более серьезную аппаратуру. Весь самолет в мухах уже. Что-то облепили они его. Странно, странно, очень, очень странно. Так, пойдем на стартовое поле. Немножко весит, да? Так, будем пробовать прокатывать, ребят. Как оно себя поведет. Самолет стоит под углом, это сделано специально. Ух ты, подлетел чуть-чуть, ребят. Офигеть. Вот это да! Я надеюсь, вы заметили этот момент, когда он оторвался от земли и пролетел метров 5. Примерно. Ух ты! Эх, ну, видишь, крепкий. Друзья, вы видели это? Можно сказать, вообще первый полет и посадка состоялись, да? Можно сказать так, если немножко преувеличить. А сейчас мне хочется посмотреть, какая была скорость. Так, блин, как-то я ее так приклеил, что трудно посмотреть теперь. Нажимаем. Скорость сейчас 0. Была 56 километров в час. Приемник включен. Все, ты проверил, да? Да. Самолет 17 килограмм массы.
самолет в небе. Просто огромный. Офигеть. Ого. Опа. Да ничего, крепкий самолет. Первая посадка, ребят. Самолет я специально делал. Почему он такой еще тяжелый? Специально делал, чтобы вот такие всякие нюансы мог выдержать. Конечно, это крупное происшествие ни один не выдержит. Ну, а вот такие вот всякие моментики должна техника держать. Скозлил он, да? Скозлил, да, и пошел опять вверх. Да, надо центровочку. Сломалась серва. Кто? Серва? Да, впереди. На руле? Может, оборвала эту качалку, скорее всего. Там это качалка Ну, жидкая. опять начинаются эти настройки. Тем более, ребят, посмотрите, какая полоса. Это не аэродром. Я еле поймал ее, блин. Ну да, я видел все. Ну чё? Да, видишь? Разорвало пластмассовую Железная качалку. надо. Так, давай опять нажмем, посмотрим наши показатели. Скорость 90 была максимальная. 50. Высота 108 метров. Взлетная примерно 50. И 2,3 километра он пролетел. То есть такой у него пробег. Так что такие дела, друзья. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайками. Закупил краски и приступаю, друзья, потихонечку к малярке. Защитил вот так вот туфельки на ногах. Красочка будет беленькая у нас в основе. Здесь уже крылышко зачищенное. Загрунтовал кили белым цветом. Подготавливать сильно не буду, ибо это все очень добавит много веса к самолету. Чтобы вы понимали, вот это только грунтовка на киле на одном добавила ему 60 грамм массы. Так, поехали. Приближается этот важный момент, ребята. Берем 20 литров керосина и заливаем литр масла Aeroshell 500. Получается 5% маслица. Все. Теперь у нас целая большая канистра 20-литровая реактивного топлива. Самолет фактически готов к запуску с турбиной. Турбина установлена. Запуск будет осуществляться в ручном режиме. Чтобы было меньше пламени, поставил клапан запорный. Этот клапан, если подключить аккум, всегда открыт, но с помощью кнопки его можно прикрыть. Чтобы плавно перейти на керосин, нужно будет периодически ее отжимать и вот так вот раз, и все, движочек должен выйти на холостой режим и перейти на работу на керосине. В общем, такая у меня задумка. Что же у нас по электрике? Здесь отсек под питающий приемник батареи. Одна рабочая, одна запасная. Здесь у нас два аккума. Один из них питает вот это, другой из них питает клапан. Я очень сильно надеюсь, что без пламени все раскрутится. Ну, а может и будет пламя. Все равно раскрутим по-любому. Все это дело уже пойдет в автоматический режим. И где-то с 50 тысяч оборотов можно будет даже управлять с помощью вот этого вот шим-регулятора, управляемого сервомашинкой. Здесь стоит рулевое управление.
Ракеты пока не устанавливал, потому что спешу с запуском. Погода все хуже и хуже, нужно запустить. Так, забыл рассказать вам про систему питания. Здесь расходный бачок стоит. Он питается от основного бака через вот эту трубку. Основной бак стоит внутри самолета. Вот здесь он примерно в центре тяжести расположен. Заправка всей системы будет через эту трубку осуществляться. Здесь есть заглушка, которую нужно обязательно заткнуть. Чтобы это можно было оперативно делать, я ее зафиксировал на проволочке, чтобы она никуда не делась, всегда была под рукой. Ну, а через этот шланг запитывается сам насос. Идет на вход насоса, а потом насос давит через весь самолет, давит прям вот сюда. На вот этот разветвитель сразу подается и питание на форсунки, и на подшипничке подается часть топливно-масляной смеси. Через вот этот шланг будет осуществляться разогрев с помощью газа. Сюда подключается газ, потом нужно будет заткнуть эту заглушку, иначе через нее такой дымок выходит интересный. Вот. Ну и по всей видимости теряется часть мощности. Также сделал теплоизоляцию. Это стекловата, армированная фольгой. Фольга будет не давать впитываться керосину, если он будет капать, просачиваться. Ну а стекловата будет защищать весь моторный вот этот вот отсек от перегрева. Ну а эта жестянка нужна для запуска. Именно вот в момент запуска я ее установлю, и она здесь будет стоять. Потихонечку выдвинулись. Так мы упаковали самолет. Друзья, идут последние приготовления к запуску. Ставим батарейки, собрали самолет. Турбина. Вот они все три камеры. Как я и хотел, будет 3 камеры стоять. Сейчас заправим самолет и можно будет стартовать. Так, заправляемся. Сейчас в основной пойдет. Сейчас доверху дойдет. Потом надо пузырь этот выгнать как-то будет. Все, друзья, шутки закончились. Запускаем. Так, слушай моторчик. Оп. Вот так. Все. Юра, может подожжешь, чтобы самолет не поджечь? А что поджигает самолет? Не, вот этот в дупло. Ну, я понял, у меня будет черная рожа. Куда мне надо? Хотя Сейчас, вот туда, вот туда, вот. просто вот так? Да, да, да. Когда? Практически сейчас. Сейчас, секунду. Ага, она потухла. Не, она подожди. Сейчас откручу.
полетел с самодельным реактивным движком. Друзья, это просто фантастика. Сажай, сажай, конечно, уже сколько летаешь. Мало ли. Керосом пахнет, чувствую. Жареным. Ничего, нормалек. Ну что, ребят, не полетит, наверное, самолет, да? Офигеть! Ну как вообще по ощущениям? Тяга есть? Тяга достаточная, чтобы летать. Это. Просто летать спокойно. Ну ты видел, он пролетал километров 150. А горелка как работает? Тянет, не? Паяльная лампа. Ёпта. Да, да, да. Фу. Запах кероса, да? О, дым идет, дым. Дым идет. Ну, двигатель очень горячий, ребят. На полном газу. Сколько он там минут летал, я не знаю. Блин, да надо быстрее бежать. Дым идет, а мы тут на расслабоне. А ну-ка. Ну, нормально. Тепленькая. А что дым-то идет? Смотрите-ка, смазка от ВМП Авто спасла, ребят. Ну, вот такие вот дела. Ничего не капало нигде, ничего не загорелось. Да это просто, ну, он горячий. Керосин разогретый. Думаешь, что-то там прям... А, вон, да все нормально. Все там нормально, смотри. Вон дым, видишь, масло просто вот. Маленько. Видишь, подшипнички закоксовались. Потому что обычно я охлаждаю керосом. Ну, а тут вот так. Друзья, ну вы долго этого ждали, но я сделал все, чтобы это свершилось. Пусть не так быстро, но он полетел. Класс. Дымит, коптит, блин, но летит. Смотрим, какие были показатели скорости и всего остального. Вот оно, наше измерительное устройство. Смотрим. Это скорость на данный момент. Это скорость, которая была 161 км в час. Максималочка. Это на данный момент высота. Это высота, которую мы получили. 104 метра. То есть на 100 метров он поднялся. Здесь 4 метра над уровнем моря. Он на 100 поднялся.
Пролетел 4,5 километра. Все внутри на месте, все подключено. Надо отключаться и до следующих чудных времен, так сказать. Кстати, расходный бачок, как положено, полный. Пузырь воздуха лишь немножко увеличился. Совсем чуть-чуть. Шасси нормально себя чувствует. Так. Получилось, летали с передней центровкой. То есть оказалось, что нос еще и даже тяжелый получился. Вот вешали грузик здесь, чтобы сбалансировать. То есть теперь мы можем еще облегчить самолет, убрать груз и сместить вот это все дело вот сюда, чтобы оно как можно меньше влияло. То есть как бы есть куда двигаться в плане улучшений летных характеристик. Шасси надо бы подулучшить, чтобы они не так козлили. И можно полегче их опять же сделать. В общем, много чего можно сделать. Но движочек не подвел. Самолет тоже не подвел. Вот и все, ребята, едем домой. Надеюсь, вам этот полет понравился. Дальнейшая судьба турбины неизвестна. Я ее сниму, положу на полочку. Далее будет еще видосик с разбором полетов. Что это было, расскажу поподробнее. Ну, а этот самолет будет далее жить уже на других турбинах, кои имеются в некоем количестве. Есть на 8 килограмм тяги и на 18 килограмм тяги. С ними полет, естественно, будет гораздо эпичнее. Так что, друзья, кому интересно, подписывайтесь на канал, чтобы это дело не пропустить. Поддержите лайком. Всех благодарю за внимание и всем пока.